stripped of all my pride. I stand here at your door, sick of all the lies. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Это снова мы, ваш любимый канал Ателье Ретроцикл, и я, Сергей Беляев. И вот, значит, мы сделали вот такой совершенно замечательный, я бы сказал, вот футуристический такой вот мотороллер. Мотороллер называется Cizeta 501. Ну, 501, тут какие-то еще индексы есть, а он выпускался там и 501.01, 02, 03, постоянно в них что-то менялось. Но сам дизайн вот этого мотороллера еще был придуман Ярославом Кохом в 1940 году. Но потом война, понятно, и, в общем-то, этот проект задвинули. А в 1957 году решили начать производство и доверили все это дело мотоциклетному заводу Cizet. Ну, первые экземпляры вышли, очень стали популярны, расхватали мгновенно. Она, конечно, отличалась от всех остальных. У нее были вот на месте замка зажигания были часики. Вот этот бардачочек, там даже вот выштамповочка есть, туда вставлялся амперметр с ключом зажигания от Явы 354. Не было багажника спереди. Ну, достаточно много чем отличался, и, в общем-то, вот эти первые Cizet, их достаточно тяжело найти. В основном это уже версия 01, 02, там уже более поздние мотороллеры. Что отличало вообще этот мотороллер от мотороллеров советских? То есть здесь присутствует несущий кузов. Вот, несущий кузов, и бак у него, все думают, что это такое, это вот спереди это бак с горловиной, тут у него такая хитрая вот пробка такая, поворачиваешь, она открывается, и вот можно сюда заливать. Спорное, конечно, решение, бак спереди, но, как утверждают, что загорались они не меньше, чем обычные мотороллеры, у которых бак традиционно находился под сиденьем. Но за счет того, что бак спереди, под сиденьем освободился бардачочек, ну, куда можно что-то там положить, что-то спрятать, так что очень удобно. Наша версия Cizet с боковым прицепом Druzetta, значит, выпускала ее отдельная фирма, называлась Drupal, и отсюда, значит, Druzetta, откуда от первых слогов, Дрю и Cizeta, да. В общем, получилось Cizeta, Druzetta, а водила, смеялись, назывался Рулетта. Версия 501, она была без стартера, а вот уже 502, она пошла стартером. У нее можно было заводить не кикстартером, а уже с ключика заводился. Там был диностартер с генератором, все совмещенное, очень редкая вещь, очень редкая, ее фактически сейчас нету. И нам как-то случайно, когда мы делали 502 Cizet, ну, попадались вот эти вот Cizet с работающими диностартерами, поэтому нам везло. А так вообще очень тяжело найти вот эту вещь, даже в Чехии тяжело найти было еще вот до всех этих наших ковидных и так далее дел, на рынках их фактически не было. Ну, 502 была уже с диностартером, была еще комплектация Deluxe, у которой был руль, такой красивый руль, спидометр был в руле, спидометр как на Яве бананом, там было написано, ну, не Ява, а Cizet, красочка нарисована, очень симпатично, тоже мы такие несколько штук делали. Но потом решили ее, уже была готова к выпуску Cizeta 503, но уже на закате
выпуска этих мотороллеров ее решили не выпускать. Не знаю почему, но была еще версия 505 Чизетты. Это аналог нашего муравья, то есть это трехколесный. Перед у нее от этой это обычной Чизетты, а сзади идет два колеса, то есть как муравей. Не успел я, к сожалению, привезти такую Чизетту с Чехии. Была возможность, но что-то как-то там у меня не срослось. А здесь их фактически нет, они в СССР не поставлялись. Хотя все мотороллеры Чизетта поставлялись в 20 стран мира, в том числе и в Штаты, в Новую Зеландию, в Австралию. Очень популярная была вот эта вот моделька, потому что, ну, действительно интересно, как вот такой корабль, как такой торпеда, скажем так, там, ехать на нем очень здорово, он так мягко все глотает, 12-дюймовые колеса, что, в общем-то, даже сейчас редкость на современных скутерах, чтобы 12-дюймовые колеса были. В общем-то, весь этот мотороллерный, скажем так, бум, он пошел от моды на мотороллеры из Италии. То есть вот все эти Веспы, они в конце 50-х годов, в начале 60-х были, в общем-то, достаточно популярны. И вот чехи тоже решили посоревноваться с итальянцами в выпуске и в производстве вот этих вот мотороллеров. Ну, сюда еще можно было подсоединить прицепчик PAF. С PAF 40 у нас вот вторая Чизетта, которая уже на днях будет готова. Она у нас с прицепом PAF. Ну, я не знаю, конечно, как поедет 175 кубов и 8 лошадиных сил. Не знаю, как он, если еще сюда двух человек посадить, туда еще кого-нибудь, а сзади этот PAF прицепчик с пивом, то не знаю, поедет ли он вообще. Скорее всего, в общем-то, ну, на сейчас это такое вот для любования, опять же, для вот, выкатиться куда-нибудь на какой-нибудь фестиваль, но, конечно, ездить куда-то на ней далеко, ну, наверное, проблематично. Хотя вот в те времена, в 60-е годы, было очень много клубов вот с этими мотороллерами, они путешествовали и весьма успешно, даже есть отчеты, когда вот этот мотороллер Чизетта с прицепом проезжает там 6 тысяч километров от путешествия там по Европе. Ну и до сих пор, в общем-то, в Европе много вот этих клубов с любителей вот этих мотороллеров Чизетта. Они там всячески там хвастаются и так далее. Коляска вот эта Друзетта, она достаточно редкая, выпущено их было всего 900 штук. И фактически найти ее сейчас вот в оригинальном, там, восстановленном или в оригинальном виде, ну, думаю, что не представляется возможным. Поэтому вот эта коляска, это полный новодел, полностью по чертежам сделанный. Ну и единственное, мы тут, конечно, адаптировали раму под крепление к данному мотороллеру, потому что, ну, они просто идут, привозят палки. И вот мы там сами уже выдумывали, как это дело прицепить к мотороллеру. Но достаточно качественный новодел, делает его у нас один человек, он проживает в столице нашей родины, и ну, 8, по-моему, колясок я у него уже купил, вот этих Друзет. Все остальное, как бы, тут мы перебрали, потому что мотороллер достаточно был, ну, не то что затрапезный, но они гниленькие все, потому что, ну, кузов большой, и, понятно, хранятся они не в теплых гаражах, а где-то. Поэтому таких кузовных работ здесь было достаточно. Ну, соответственно, ну, не сделаешь вот таким ровным яичком, чтобы тут не было шпаклевки. Конечно, шпаклевка здесь присутствует. Что мы еще сделали? Ну, соответственно, после разборки все там внизу перецинковалось, перечистилось, перегальванилось, все вот эти рули, ободки фар, все подверглось снятию хрома и потом восстановлению. Ну, еще есть версии, что можно было поставить вот, ну, два колеса. Но мы посчитали, что это перебор, две запаски и на мотороллер, и на коляску. Можно, конечно, поставить, но мне показалось, что это перебор, и мы не стали ставить это дело сюда. Ну, что интересно, что эти мотороллеры по лицензии выпускались еще в Новой Зеландии. Выпущено их было там 4000 штук. Ну, почему они выпускались по лицензии? Потому что, ну, скрадываются налоги, когда
производишь на территории страны и используешь некоторые запчасти, именно произведенные на территории Новой Зеландии, поэтому вот они по патенту, значит, выпускали вот эти чизеты. Ну, она звалась по-другому, NZ, ну и вот 4000 штук они там сделали. Фирма Чизетта, в общем-то, не умерла. Фактически до, наверное, 2018 года они пытались возродить ее в виде электрической Чизетты. Значит, сделали производство, набрали заказов, предзаказы набрали на 60 мотороллеров. Но что-то там обанкротилось, что-то пошло не так. И, в общем-то, эта фирмочка выпустила, по-моему, всего 2 вот этих электрических Чизетты. Ну и все. Ну, может быть, конечно, и было бы интересно увидеть этот мотороллер электрическим. Не знаю как, ну, наверное, все-таки его дизайн, наверное, бы привлекал внимание покупателей. Ну, что еще рассказать? В общем-то, все, что знал, рассказал. Заказывайте у нас такой же мотороллер. В принципе, на просторах Российской Федерации они встречаются еще. Кто-то там делал, не доделал, кто-то стоял и решил продать. Мы готовы сделать вот такой же. Вот следующий обзор будет через недельку. Другой будет мотороллер. И будет радовать вас. Будет радовать вас, и вы можете, и, ну, наверное, там не путешествовать, но хотя бы куда-то выехать на нем. Интересно пофорсить. А я с вами прощаюсь. С вами был Сергей Беляев и ваш любимый канал Ретроцикл. Всем спасибо, всем бай.